Ребята, всем привет! Сегодня мы будем делать очередной прорыв в конструировании турбореактивного самолета. Как вы можете заметить, поснимал все алюмишки. Одни только дырки остались. А почему? Да потому что опять начал играться в Хайзенберга. На столе опять стоит ядерная установка, и она уже работает. Хочу заанодировать алюминиевые детали. Алексей прислал мне несколько разных цветов краски. Поэтому, ребята, можно поэкспериментировать. Вот две деталюшки уже есть. Хотя должен был получиться насыщенный оранжевый цвет. Но было мало времени. Было на подходе выключение света в гаражах. Поэтому слегка лишь подзаанодировал. Кстати, на видео оно как-то более хорошо смотрится, более ядерное. На самом деле они еле-еле желтенькие. Ну а вторую партию деталей, которая вот там томится, я уже хочу ядреную сделать. То есть яркий, насыщенный оранжевый цвет, чтобы был. Для этого нужно глубокое анодирование, чтобы дальше краска проникла в поры. Сама красочка, она прозрачная достаточно. Должен получиться красивый оранжевый цвет. Как раз таки сейчас подошло время к пропитыванию краской. И решил включить камеру, заснять этот интересный момент. Немножко подогрел. Температура около 50 градусов. Возможно, даже это многовато, как бы поры не закрылись. Чуть разбавлю холодной. Оп. Все. Ну, вроде бы серенькие. Должно быть все нормально. Промываю в холодной водице и опускаю в тепленькую краску. О. Начинает довольно быстро реагировать. Значит, глубина хорошая. Анодирование. Ждать буду около 5 минут. То есть это не так. Опустил, вытащил и готово. Надо подождать, чтобы напиталось. О, да. Хо-хо. Круто получается. Супер. Прошло 5 минут. Ого-го, ничего себе. По-моему, получилась красота. Надо немножко их покипятить, чтобы закрылись поры. Ух, заанодировал все кабанчики. Тяги что-то не стал анодировать, они уже настроены. Не захотелось разбирать. Ну и также пару корпусов сделал. Для оставшихся реактивных двигателей, ну это так, попутные работы. Приступили к малярочке, ребята. Этап грунтования. Сейчас идет процесс нанесения праймера. Ну а далее будет сама грунтовка. Праймер нужен, чтобы прилипла грунтовка нормально. Потом еще нужно будет опять же все до идеала зачищать. Без этого никак. Качественная малярка — это дело непростое. Да? Ну да. У себя уже, ребят, не крашу и, скорее всего, никогда не буду красить. Ну, может, разве что какие-то станки, которые нельзя перенести. Потому что при таких работах окрашивается абсолютно все, а у меня в гараже всего очень много. И в итоге оно все будет зеленое, красное, синее там и так далее. Ну, вы понимаете. Начинает с местностью сливаться. Вот такая тоненькая линия получается. Поверхность очень гладкая, без волн. Это радует, ребята. Проявились все косячки. Позалили вот здесь кое-где уже немножко грунтовкой. Ну, как бы подтампонили. Вот это надо будет убирать. Значит, повскрывались поры. Вот самая боль. Это рули направления. Здесь куча мелких точек, пытались их закрашивать, так как здесь один слой карбона, скорее всего, растворитель внутрь проник, и теперь там пустота. Ну, надеюсь, все будет нормально, посмотрим еще, но как бы не пришлось их переделывать. Там, где я делал двойной слой карбона, там никаких проблем, а вот тут один слой, и сразу, видите, всплывают проблемы. Так что теперь задача дождаться, пока высохнет. Наверное, пару дней буду ждать, чтобы потом ничего не просело. С использованием проявочной сажи все зачищу до идеала. И нужно будет опять подгрунтовывать.
Больше всего интересно, сколько все это дело добавит веса, потому что почти банка грунтовки ушла килограммовая. Да, вот такие новости. Все окончательно высохло. Значит, весил он изначально 5200. Посмотрим, сколько сейчас, сколько мы накрасили. Не забываем, что еще будет счищаться, как минимум половина. И ушла почти целая банка грунтовки, где-то килограмм. С растворителями, там, со всеми делами. Значит, сейчас 5600. Накрасили, получается, около 400-350 грамм. Половина счистится. Да, нормально, друзья. Есть еще одно незаконченное дело, которое препятствует малярке. Нужно сделать вот эту область качественной. Область под видеокамеру FPV. Здесь я протер уже кое-где до пенопласта. Короче, моя задача сейчас вытравить здесь пенопласт и сделать внутри плотную крепкую структуру. Потому что это сам кончик. И я хочу, чтобы все плотно, крепко было. Поэтому подвытравлю и буду туда заливать эпоксид, стеклоткань и прочее. Выжигаю ацетоном, кстати. Продолжаю экспериментировать с видеопередатчиками. Такое ощущение, что наконец-то доминатор у меня нормально заработал. Это видеопередатчик 2 ватта мощности. Ранее мне даже больше нравился вот этот вот китайский. Он, кстати, тоже на удивление неплохо работает. Дальность фактически такая же. Ну, я еще на открытой местности не измерял. Хочется теперь выехать и более конкретно все измерить. Произвел некоторые доработки, чтобы передатчики не перегревались. Вот представьте, ребят, доминатор вот этот, да, видеопередатчик 2-ваттный, даже с тем учетом, что у него поставлен новый радиатор, более крупный, и активное охлаждение вентилятором, даже с этим учетом он сейчас греется градусов до 60. Ну, у меня стоит батареечка слабенькая 2С. На самом деле 3С будет использоваться, а вот эти вентиляторы, они как раз таки на 12 вольт, на 3С. Будет гораздо лучше обдув. Но я испытываю в таких более жестких условиях, чтобы понимать, где пределы дозволенного, так сказать. Испытания произвожу очень простым способом. Беру очки, так как вот это все дело находится в подвале у меня. Я выхожу на улицу, закрываю дверь и иду потихонечку, контролируя, как быстро пропадает сигнал. А сигнал пропадает очень быстро, так как это 5,8 ГГц. Вот антенку вертикально поставил. И эти 5,8 ГГц обладают очень малой проникающей способностью через бетон. Поэтому быстро пропадает сигнал. Грубо говоря, вот с этим я до столба не дохожу, там за углом. А с вот этим передатчиком дохожу. Ставил 3С батареечку 12-вольтовую. Зузать стало гораздо сильнее. И охлаждение пошло более активно, уже так не греется. Шок, конечно, как они сделали такой мощный видеопередатчик с таким плохим охлаждением. Ну, все правильно, для коптеров, ребят. Коптер летит с бешеной скоростью. Но дело в том, что когда производится настройка всех этих аппаратов, всех систем, в это время коптер у нас стоит на месте и никуда не летит, нет никакого обдува. Да, там можно ставить минимальную мощность, но на минимальной мощности он потребляет процентов 50 от максимальной, то есть тоже очень много. Короче, сильно это не спасает. Хочется взять и с обратной стороны вентилятор поставить на этот радиатор, потому что все равно адски греется. Просто адски. В общем так, ребята, ездил, пытался даже что-то снимать, какую-то информацию для вас, но по итогу ничего не заснял, уж расстроился. Не смог я протестировать. Вот этот вот я протестировал на 300 метров и связь закончилась. Этот на 700 метров примерно. Ну, в других условиях. Может быть, и этот на 700 метров бы там закончился. Просто надо как-то высоко ставить его на какую-то вышку, чтобы антенна передавала. А у нас тут получается на местности едешь, смотришь, оно уже за каким-то бугром скрылось. То есть, ну, явно земля не плоская, явно даже вот бугров и холмов гораздо больше.
чем, скажем так, каких-то провалов, чтобы можно было на бугорку поставить и далеко отъехать. У меня так сделать не получилось. Связь постоянно терялась. Причем на коротком отрезке. А ставить на квадрокоптер и испытывать куда-то далеко летать, это крайне долго. Нужно выделять целый день. В общем, мне кажется, буду уже испытывать на самолете. Явно доминатор он работает. Не так уж-то и плохо. Явно буду пробовать его. Но греется он даже с радиаторами и с вентилятором. Значит, что у нас по внутреннему убранству? Приступил я таки к установке движка. Долго очень думал, с чего бы начать, как делать. В общем, изначально хотел вообще импеллер сюда поставить, чтобы было удобно запускать и вес самолета был на пару-тройку килограмм меньше. Но в итоге остановился на маленьком двигателе реактивном. Есть у меня малыш King Tech. 8 килограмм тяги он выдает. Зверек этот. Уже снял с него компуктеры. Полностью разобрал всю эту проводную систему. И устанавливаю потихоньку. Здесь компьютер стоит. Здесь место организовал под насос. Здесь у нас батареечка, но может быть еще передвинется. И расходный бачок. Вот этот расходный бачок будет препятствовать попаданию пузырей, если вдруг с основного бака как-то там будет колыхаться и не будет поступать одномоментно топливо. Расходный бачок сглаживает все эти нюансы. Он берет топливо прямо с середины бака. И буквально 3% пузырей, если будет, он их не будет цеплять. Вот для этого он и служит, на то он и расходный бак. То есть видите, как все здесь непросто на самом-то деле. Вот. Ну а с установкой двигателя тоже есть кое-какие проблемы. Потому что пластина установочная не позволяет. Надо делать болты под тай. Наверное, сейчас я этим и займусь. Переворачивать пластину. Ибо мой самолет так устроен, что сюда оно не становится, как полагается. Мешается там. Вот. Ну а гигантский мотор мы установим уже в следующий раз, когда запустим с маленьким двигателем. У этого 18 килограмм тяги должно быть в воздухе. Поэтому как ни крути, с ним свечой вверх должно пойти, даже если самолет будет 12 килограмм весить. Все равно для него это не проблема. Еще очень много времени потратил на стыковку лючка. Из стеклопластика вклеил 2 шипа и вклеил шпангоут в виде домика. Так, здесь есть отверстие и будет прикручиваться одним винтиком, и вся эта пластина должна отлично держаться. Далее сделал отличное, очень точное место под камеру. Буду использовать фоксировские камеры, они довольно-таки качественные, мне нравятся. Вот. И она очень-очень плотно и четко вставляется. Делал следующим образом. Есть шпаклевка быстро сохнущая по пластику. И я, получается, намазывал, ну а здесь воском разделительным намазывал. Намазывал шпаклевку и прилеплял, выставлял потихоньку, вот пока не добился идеального расположения. Немножко вниз она смотрит. Вот. Ну, чтобы легче было совершать посадку. Но совсем чуть-чуть, практически по линии идет. Это будет курсовая камера, когда дойдет дело до FPV. Но FPV сразу с первого полета никто летать не будет. Нужно сначала привыкнуть, как оно на самолете на таком по FPV летать. То есть, допустим, Виталик будет летать по-нормальному, а я буду одевать очки и привыкать, так сказать. А он мне будет говорить, на какой он высоте летит, на какой скорости он летит, как далеко он сейчас, как близко и так далее. Это дело непростое, друзья. Даже на квадрокоптерах я вот летаю в последнее время, привыкаю. У меня есть пару настоящих 250-х гоночных коптера. Еще кучу всяких мелких накупил. Вот летаю, привыкаю, так сказать. Ну, более-менее поднаучился. Но еще крайне далеко до совершенства, мне очень далеко. Но люди годами учатся этому. По нескольку лет осваивают. Уделил очень много внимания носу. Он был кривоватый. И когда делал под камеру нишу, сделал еще вот здесь вот этот пропил, чтобы
камере сильно не мешало. Ну и вообще как-то вот оно так для красоты. Нос полностью забил эпоксидкой со стекловолокном, потому что он был очень тонкий. И даже маленький кусочек металла туда вставил на 70 грамм, чтобы заранее сделать центровку самолету. Потому что мотор очень тяжелый и отклоняет сильно нос. И лучше я вот сюда вставлю металл, чем, допустим, где-то здесь буду его располагать. Это пойдет уже в минус, потому что сюда нужно гораздо больше массы насыпать, чем если мы в самый кончик ее загружаем. Все работает по системе рычагов, а центровка где-то здесь должна быть. Вот так, если ровно провести, где-то в этом месте будет предварительная центровка, а дальше будем уже подрасчитывать более основательно. Да, друзья, вынужден признать, что работы по самолету все-таки замедлились. Делал очень много всяких невидимых мелочей, и по итогу может показаться, что дело не очень сильно продвинулось. Но почему-то у меня на душе легчает. А это говорит о том, что все-таки, как ни крути, дело двигается. Смотрите, установлен даже приемник. Приемник пока поставил дальнобойный R9. Антенки расположил под 90 градусов. Одна вот так поперек идет, другая там в глубине вдоль корпуса. Надеюсь, будет хорошо работать. Единственное, что меня смущает, это близкое расположение от насоса турбореактивного двигателя. Все-таки здесь есть какое-то искрение, насос коллекторный. Может быть, было бы более лучшим решением перенести насос куда-то вон туда, ближе к двигателю. Но там крайне мало места. Не знаю, насколько это возможно его туда перенести. Не знаю. В общем-то, место есть. Если что, как-то надо будет протестировать на дальнобойность. Если будет мешать насос, ну, можно, в общем-то, далеко его оттащить, самолет, и попробовать повключать, посмотреть, какие будут помехи по RSSI. То есть смотреть на состояние сигнала от приемника и ориентироваться, дает ли насос помехи или нет. Приступил к установке видеосистемы. Камера у меня уже очень плотненько и хорошо становится. Ну, вы видели. И сейчас вклеиваю удлинитель на антенну. Антенка будет стоять вот здесь. Это лолипоп фоксировский, обычный. Антенна по типу клевера. Вклеил ее на эпоксидную смолу, проковырял дырку просто, вклеил и скобой фиксирую металлическую часть, чтобы можно было менять антенку легко, выкручивать, вкручивать, и ничего не отваливалось, не вываливалось. Может повредиться провод только если пробить днище вот здесь вот у самолета. Но я надеюсь, днище мы пробивать не будем. Поэтому, в принципе, все спокойно у меня в этом плане. Что же еще осталось сделать? Работы очень много на самом деле. Нужно удлинить все провода, которые будут идти до приемника. Они там совсем коротыши. Я хочу сделать качественно, все перепаять. То есть, чтобы было на пайке, а не на коннекторах. Что мало ли эти коннекторы могут где-то не законтачить, могут выскочить. Все хочется сделать на пайке. Ну вот здесь, естественно, будет втыкаться. Будет использоваться, получается, 5 каналов. Но, по крайней мере, разъемных соединений будет в 2 раза меньше. Далее, надо установить 2 клапана для турбореактивного двигателя. Один для подачи газа, пропана, другой для подачи керосина. Также нужно разобраться с системой запитывания этого всего. Ну, я так подрасчитал, что все должно работать от одной батарейки. Поэтому надо будет ставить какую-то крупную батарею. Ибо вот эту батарею даже одна только видеосистема за пару-тройку часов будет в ноль высаживать. То есть, если мы будем какие-то настройки самолета делать, все это будет работать и высаживаться. Запитку буду через бег делать, я уже его показывал. Ну, пока еще места не нашел, куда крепить его. Здесь у меня будет площадка под дополнительное оборудование. Но пока что стараюсь все расположить как есть. Использовать все пространство по максимуму. Здесь видеосистема, отдел. Еще нужно будет какое-то отверстие для продувки сделать, чтобы продувалось. Все-таки сюда воздух должен заходить. Но это можно сделать маленький воздухозаборник. Его будет достаточно. Также нужно разобраться с габаритными огнями. У меня есть фары
автомобильные. От маленькой RC машинки радиоуправляемой. Тюнингованные фары, то есть можно в качестве тюнинга их ставить. И они могут включаться-выключаться с аппаратуры. Правда, я уже не помню, на какое они напряжение. Надеюсь, на 12 вольт. Потому что у меня все от одной батарейки будет. Запитано через один единственный бег. Такой мощный. Сами лампочки нужно как-то установить вот сюда. Здесь протянуты провода. Там они сзади опять же выходят. И надо будет проводить, подключать все. Есть у меня еще две интересных лампочки. Эти горят белым светом, эти красным. Сейчас я даже запитаю, покажу вам, как они горят. Вот, красота какая. Ну, они точно на 12 вольт, потому что подключил к 12 вольтам, ничего не сгорает и даже ничего не греется. Их хотелось бы тоже куда-то установить, как на автомобиле, чтобы взад светили, либо здесь, либо может быть где-то здесь. Потому что еще, скорее всего, будут обтекатели, которые нужны для уменьшения аэродинамического сопротивления, создаваемого тягами. Здесь вот все будет торчать, тяги, качалки, кабанчики и все остальное. Хочется эти места позакрыть. Посмотрим, но хотелось бы светотехники добавить самолету, чтобы его было хорошо видно и можно было распознавать. Передом он повернут, то есть белые фонари светят, летит на меня, либо улетает от меня и светят красные фонари. Еще хочется поговорить о дублировании. Хотелось бы поставить еще вторую батарейку, например. И хотелось бы даже поставить второй приемник. Видите, я здесь место даже подготовил под него. На моей аппаратуре можно даже устанавливать два разных приемника, как я понял. То есть R9 дальнобойный. И можно поставить обычный, например, приемник. Подключается это все проводом, вот тут по S-Bus, вход-выход. И по идее все должно работать. Я еще не знаю, как это правильно настраивать и нужно ли там что-то сильно много настраивать, кроме забиндивания обоих приемников на один самолет. Но это можно сделать, это я понимаю, как делается. В моем передатчике просто, ребята, есть дополнительный модуль. И в итоге можно организовать работу сразу на двух передатчиках. Это очень круто будет на самом деле. Такое, знаете ли, дублирование. Но это еще не все. Здесь установлено 4 мощных сервы. Если одна из них заклинит, например, либо, не дай бог, сгорит, то даже вот этот бег такой нагрузки не выдержит, и он тоже сгорит, соответственно, весь самолет потеряет управление. Я хочу сделать по-простому. Бег мощный, до 20 ампер пик у него. У меня здесь 4 сервы. Поставить, например, на каждую по плавкому предохранителю. Допустим, на 10 ампер. То есть в штатном режиме все будет нормально работать и никоим образом ничего не должно сгорать. Но если вдруг будет замыкание, плавкий предохранитель должен быстренько отрубить серву. Вообще-то она больше 2 ампер не должна потреблять. Можно даже 10 ампер не ставить, 5 ампер предохранитель сделать. И все, по идее, должно быть нормальненько. И на батарейке, если их 2 штучки использовать, организовать тоже по предохранителю. Допустим, мощному какому-то ампер на 40, 30. И при выходе из строя батареи, при замыкании, либо еще как-то что-то, все будет благополучно перегорать. И электронные компоненты сгорать при этом не должны. Вот такие мои мысли. У кого есть свои мысли по этому поводу, пожалуйста, ребята, поделитесь в комментариях. Это как раз таки тот самый случай, когда я очень сильно буду прислушиваться. Если вы мне подскажете, например, как правильно все вот это организовать с приемниками, это вообще будет супер. Либо дадите ссылку на видос какой-нибудь. Потому что если, к примеру, 2 одинаковых приемника ставить, я даже не знаю, как их биндить. Неужели по очереди биндить, а потом соединять шлейфом по S-Bus, и все будет нормально? Вот тут я не знаю. Хотя мне хочется сделать все правильно и красиво. Я даже приобрел вот такую штуковину для этих целей. То есть здесь мы подключаем сразу 2 любых приемника, получается. Или не любых, одинаковых. А вот здесь выходы на сервомашинки. И еще можно 2 батарейки отдельно подключать. Сюда и сюда. И я не знаю, есть ли там предохранители. И вообще какой смысл 2 батареек.
Тоже мне не очень понятно. Если без предохранителя, ну, допустим, замыкание может быть, тогда нужен предохранитель, чтобы батарейка отрубалась. В общем, эта штуковина тоже для резервирования и приема сигнала, и батареек. Но можно резервировать и по-другому. Я еще пока точно не определился, но уже делаю вот так. Короче, видео потихонечку подходит к логическому завершению. Буду думать, буду читать комменты и буду делать дальше. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч. Ждем поднятия этого монстра в небо. Очень все ждем, особенно я.